Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Меня зовут Кирилл, и как вы знаете, мы занимаемся ремонтами автомобилей марки Great Wall. А в сегодняшнем видео будет такой достаточно занимательный автомобиль. Сейчас я вам расскажу маленько его предысторию. Значит, связался со мной хозяин этого автомобиля и рассказывает такую ситуацию. Говорит, все нормально было, говорит, ездил, радовался, все, его прям вот вообще все устраивало. С автомобилем все нормально было. Но в один прекрасный момент происходит такая ситуация, что он говорит, я еду по трассе, у меня выскакивает лампочка перегрева двигателя, я останавливаюсь, дал ему немножко остыть, говорит, начинаю его заводить, у меня происходит стук в двигателе. Я уже знал о том, что это будет. Ну а вам сейчас я покажу. Итак, вот он наш автомобиль. Значит, проблема следующая. Человек обратился, говорит, ехал по трассе, поднялась температура, говорит, закипел, начал, значит, остановился, заглушил, подостыло, заводит, мотор стучит. В принципе, я уже догадываюсь, что здесь может быть за проблема, но сейчас я вам покажу. Здесь уже частично автомобиль разобран. Приехал автомобиль к нам на эвакуаторе. Пробег на автомобиле 152 тысячи. Завести я его сейчас не смогу, покажу почему. Собственно, вот в таком виде к нам он и приехал. Единственное, что клапанная крышка еще стояла на месте. Здесь мы видим человек, либо он сам делал, либо ему кто-то делал, неважно. Как мы можем видеть, автомобиль стоит уже продолжительное время, судя по вот этой ржавчинке. Что первонаперво сейчас мы будем проверять? Сейчас мы возьмем вороток, 21-ю голову и поболтаем за коленвал. Либо это проворот вкладыша, либо это расплавило поршень. Что тоже может быть. Сейчас мы будем это делать. Собственно, вот мы взяли вороток и начинаем проверять. Побалтывать. Слышим отчетливый звук. Что еще не очень нравится, так это то, что турбинка вращается жестковато. Хотя, может быть, это за счет того, что мотор уже стоит длительное время не работая, и вполне возможно, там просто уже нет масла, оно все стекло. Первонаперво снимаю ролик, натяжитель. Видим Иберис. По качеству они... Не знаю как, пока статистики особой нету. Но вообще ролик уже шумноват. Надо будет ГРМ менять. Что, кстати, еще бросается в глаза. Коромысла уже мененные, причем не оригинальные стоят. Гидрокомпенсатора уже половина мертвых. Ну, ладно. Ну что ж, голова у нас удалена. Что мы здесь можем с вами наблюдать? Гребаный экибастуз. Та-дам! В общем, по итогу я так понимаю, что, скорее всего, здесь дуром лило масло. И еще и форсунка подливала. Ну, в общем... Как-то вот так. Потому что здесь, кстати, вот на первом цилиндре тоже, как вы можете видеть, да, оплавленный след. Я так понимаю, форсуночки здесь поливали изрядно. По хону, хона здесь уже нет. Задиры здесь. Ну, естественно, сейчас я проверну. В 4-м цилиндре вы сами видите, да, тут уже и куски алюминия. Все это прикипело. Сейчас мы попробуем поднять здесь форкамеры целые, здесь форкамеры целые. Ну, на самом деле нам эта погода не делает, все равно здесь блок гильзовать. Собственно, вот что мы видим по головке снизу. Ну, это-то ладно. Клапан сгорел. В общем, все весело.
Это у нас причем выпускной клапан. Я так понимаю, что турбине здесь тоже хана после такого. Хотя, вот сейчас я вроде вращаю, сейчас она вроде полегче вращается. Но в любом случае надо будет отдавать ее на проверку. Кстати, вот тут на головке еще при детальном рассмотрении, что заметил? Здесь вот где гидрокомпенсаторы стояли, следочки. Это на впуске все. То есть он уже толкателями молотил по голове. Ну что ж, мотор мы извлекли. Чего хотелось бы? Здесь вот на герметике все сидит, это нафиг не надо. Обгонная муфта, смотрю, новая. Ну, как новая относительно. Теперь здесь, ну, это мы обрезали, все равно убирать ЕГР. Очень интересная конструкция. Корзина оригинальная, диск не оригинальный. Болтается, гремел, наверное, как зараза. Подшипник тоже под замену. Ну, сейчас разберем дальше, будет видно все. Так, что мы тут имеем? Вкладыши в труху. Здесь у нас металл. Я, в принципе, догадываюсь, что я там увижу дальше. Ну, сейчас разбираем, смотрим. Ну что ж, поддон сняли. Как я и говорил, все это уже на неродном герметике. Скорее всего, на рейнзе серый. Ну ладно, не в этом суть. Здесь мы видим уже насечечки, пометочки, кто, чего, куда, зачем. Сейчас будем разбирать дальше. Что, маслонасос у нас благополучно отправляется в металлолом. Жуткая выработка. Такое ставить нельзя. Сейчас вот мы разбираем все это безобразие. И я не могу понять. То есть коренные стоят оригинал. Шатунные, не знаю, видно вам, нет, тоже оригинал. Сейчас. Шатунные тоже оригинал. Колено оригинал. Тогда зачем разбирался этот мотор, мне вообще непонятно. Вот вытащил поршень с первого цилиндра. Я так понимаю, что менялись поршня и кольца. Но кольца, видимо, поставлены были низкосортные. Вон оно дубасило здесь. Похоже, почем зря, блин. Масло. Хотя вроде и кольца не залегшие, но не знаю. Видимо, в старую поршневую бросили, а в старую поршневую кидать новые кольца — бессмысленное занятие. Ну что ж, тут по коленвалу претензий у меня нету. Подполировать. И, в общем-то, все будет работать. Собственно, вот он, красавец, во всей красе. Выбивать мы его еще замудохались. Сейчас будем разбирать шатуны. Надо проверить геометрию. Ну, будем принимать решение по ремонту. Вот сейчас просто экспресс-анализ. Что здесь было? По поршням я вам, в принципе, показал. Там видно было прекрасно, да? Это вот кольцо первое компрессионное с первого цилиндра. Щуп миллиметровый. Да? И еще видите свободное место. Я так понимаю, что здесь где-то 1,2, 1,1. При допуске это 0,2-0,4. Это не то, что много, это дохера. Собственно, вот такая тут жесть с клапаном. Сгорел наглухо. Седлу тоже хана. Седло придется менять. Да, возможно, даже все придется менять. Посмотрим. Ладно, будет разбираться, дальше смотреться. Итак, ну что ж, давайте проведем, скажем так, подведем, точнее говоря, итоги нашей дефектовки. И проблема здесь в следующем. Значит, при проверке топливных форсунок выяснилось, что как раз-таки на четвертом и на первом цилиндре уже были сильно изношены распылители. О чем это, собственно, как бы и
подтверждало изначально мои догадки, что было с этим двигателем, потому что с таким мы уже сталкивались. Мы не показывали этого, у нас не было таких еще роликов, вот теперь как бы я вам это показываю. И при всем при этом мотор еще кушал масло. Когда я начал спрашивать у хозяина, кушал ли мотор масло, он говорит: да я, честно говоря, вот, ну как-то вот, может быть, немножко и ел. У него до этого стоял маслоотделитель. Скорее всего, он-то его и спасал, потому что, как вы могли видеть, да, по зазорам поршневых колец, там неимоверные зазоры, то есть поршневая уже такая сильно поношенная. То есть, по идее, этот мотор должен был лопать масло просто ведрами. Через сапун он его должен был выбрасывать. Но при всем при этом, как бы, какое-то время, он говорит, я ездил с этим маслоотделителем, я его не снимал, и, говорит, а тут, говорит, снял, и буквально, говорит, через пару недель произошла эта катавасия. Скорее всего, этот маслоотделитель ему тупо помогал просто ездить, что он не выплевывал все это масло во впуск в таких объемах. Итак, ну что ж, давайте продолжим ремонт этого автомобиля. Ну что ж, блок с ремонтом мы забрали. Блок загильзован, сняли 12 соток. Здесь все у нас великолепно. Сейчас будем приступать к сборке. Итак, коленвал у нас установлен. Все вращается просто очень легко. Даже вот особо не напрягаюсь. Нигде ничего не закусывает. Итак, ну что ж, приступаем к сборке поршневой. Значит, новые поршня, новые шатуны. Шатуны новые у нас по причине того, что это вот с 4-го цилиндра. Остальные на самом деле не сильно лучше. Поэтому шатуны под замену. Сейчас будем собирать. Дальше тоже все покажу. Так, ну что ж, блок у нас в принципе почти собран. Осталось повесить водяной насос, ну и мелочь все собрать. А сейчас переходим потихоньку к голове. Значит, седло нам здесь поменяли. Здесь все сделали, все нормально. Сейчас начинаем собирать. И будем тоже все это покажем. В принципе, клапана здесь новые, гидрокомпенсаторы новые, коромысло новые. Ну, в общем-то, все новое в башку пойдет. Итак, мотор мы воткнули на место. Сейчас мы занимаемся обвязкой и будем запускаться. Ребята, хотел бы с вами еще поделиться парой интересных ресурсов. Первое, это наша группа ВКонтакте. Не так давно она существует. Пока информации там мало, я по мере возможности эту группу набиваю. Туда тоже добавляйтесь, я говорю, там можете получить оперативный ответ от нас. Также вы можете задать свой вопрос на стене. Нас там пока не очень много человек, там что-то порядка 300. Возможно, кто-то поделится с вами своим опытом и расскажет какое-то интересное решение вашей проблемы. Также мы поделимся с вами своим опытом и возможными вариантами решения данной проблемы. В последующем там добавлю я карточки товаров, потому что времени у меня фотографировать весь товар пока не хватает, который у нас есть, который вы можете приобрести в нашем автосервисе. Также в отдельных темах обсуждениях там будут сервисы, которые я могу порекомендовать. У меня есть ряд сервисов, с которыми мы работаем, достаточно тесное сотрудничество, где ребята вполне удачно справляются по городам. Например, это Саратов, Волгоград я знаю, в Белгороде знаю, еще в паре городов толковых ребят, которые, ну скажем так, как и я, самоучка, но делают грамотный ремонт. Также хочу поделиться с вами ссылочкой на телеграм-канал, достаточно интересный телеграм-канал Haval Big Family, в котором тоже достаточно много веток, очень много там уже народу. Ветку вы можете найти там любую под себя. Есть и отдельная и моя ветка моего сервиса, есть отдельная ветка для дизелистов, есть отдельная ветка для бензинщиков. И по новым автомобилям там можно как-то узнать информацию также от владельцев уже новых автомобилей.
Достаточно интересный канал. Ссылочки на группу ВКонтакте и на телеграм-канал я обязательно оставлю в описании. Нажимаете кнопочку «Еще», и вам откроется, вы все это увидите. Ну и что же? Вот мы что имеем, блин. Одевали сейчас шланг, который вот это вот завоздушивание, то, что они делают. И это все говно у нас рассыпалось, блин. Блин, ну либо вы делаете нормально, либо не делаете это вообще, блин. Ну на кой хрен, блин? Вот теперь, когда все вот это уже собрано, все хорошо, нам теперь сидеть и заниматься вот этой порнографией, блин, по аккуратному высверливанию и прочему, блин. Что в итоге сделали? Сюда болт-заглушку, сюда заглушку такую. Я не буду это переделывать, мне надоели все эти колхозы, если честно, блин. Если хозяин захочет, переделает сам. Я не буду этим заниматься, я говорю, мне все эти колхозинги уже поперек горла, если честно, ребят. Ну что ж, тут у нас все полностью собрано. Антифриз залили, масло залили, топливо прокачали, сейчас будем запускаться. Мотор работает, все хорошо. Сейчас собираем и на мойку. Ну, собственно, вот они, первые километры на новом двигателе. Ну, как на новом, на откапиталенном. Мотор ведет себя достаточно хорошо, мягенько, приятно. Машина едет нормально. Единственное, что как бы сильно быстро я его разгазовывать, естественно, не могу сейчас, пока обкатка. После обкатки хозяин, я думаю, поменяет масло, и там уже можно будет нормально ездить. Тем более, что, собственно, до Тамбова ему от нас прилично ехать. Как раз таки за этот момент он его, грубо говоря, и обкатает при спокойной езде. Ну, а на этом все. Дальше итоги подведем уже в конце. Итак, ну что ж, значит, мотор запущен, все сделано. Проблемы при сборке вы тоже видели. Я говорю, честно говоря, уже надоело мне переделывать все эти колхозинги за всеми, и я просто уже перестану это делать. Я говорю, вот увижу сверловку, я просто туда буду закручивать болт, и все. Я не буду спасать это все, потому что отвечать за это я тоже не хочу. Итак, в общем, здесь мы все отремонтировали. Теперь все нормально, все хорошо. Автомобиль уехал. Что было выявлено из недочетов? Не всегда же все хорошо бывает. Значит, подтекающий бачок расширительный. Это уже было выявлено, когда хозяин добрался до дома. И, ну, наш косяк, не дотянули один хомутик. Но все обошлось, все нормально. Сами понимаете, процесс, машин много. Я говорю, за всем уследить просто банально не успеваем. Тут наш косяк, мы его признаем и готовы устранять и исправлять. Ладно, не в этом суть. В общем, смотрите, давайте я немножко подытожу, наверное, в этой ситуации. А подытожу как? Очень многие практикуют самостоятельный ремонт форсунки. Я ни в коем случае не против этого способа. Я понимаю, что обратиться... Во-первых, не у всех есть возможность обратиться куда-то в сервис. Не у всех есть финансовая возможность, опять же, обратиться. Вы прекрасно понимаете, что стоит это дорого. Вот. Но я всем рекомендую, после того, как вы самостоятельно поменяли клапан, вы можете самостоятельно проверить обратку с форсунки, да? То есть сколько форсунка сливает топлива. Но вы не можете проверить подачу. Вот в чем самая проблема. Вы ее не можете проверить на автомобиле. То есть для этого нужны именно стендовые испытания. Вы можете поменять клапан, у вас начнет, скажем так, ссать распылитель. И вы об этом не узнаете как таковой. Это будет медленно, но верно приходить к этому. Поэтому я говорю, все-таки желательно, после того, как вы самостоятельно перебрали форсунку, если у вас есть такая возможность, отвезите ее на стенд, чтобы вам там уже поставили вердикт, все ли нормально, не будет ли у вас переливать. То есть сливать обратно бог бы с ним, не будет ли она у вас переливать. Вот в чем все дело.
Потому что избыток топлива в цилиндрах, как вы можете видеть, вот к чему привел. Избыток топлива в цилиндрах – это повышенная температура в самом цилиндре. А все прекрасно понимают, что поршня у нас алюминиевые. Температура плавления алюминия, это, сами понимаете, это не сильно много ему и надо. Вот. И поэтому, я говорю, вот я ни в коем случае не говорю о том, что не надо заниматься самостоятельным ремонтом. Надо, познавайте. Но учитесь на ошибках других. Вот я вам показал яркий пример того, что может быть с вашим двигателем, если вы неправильно, допустим, произведете ремонт или не следите за своей топливной аппаратурой. Потому что в дизеле залог долговечности, это 90%, это топливная аппаратура. Дальше уже идут там масла, ну и периодичность обслуживания. А топливная аппаратура влияет на все. Вы же понимаете, что это огромные степени сжатия, это огромные компрессии, то есть это все, то есть это все вкупе. Дизель очень нагруженный мотор. А если вы его еще и будете подталкивать убитой топливной аппаратурой, ну тогда ваш мотор долго, к сожалению, не проходит. А этот мотор может проходить долго, несмотря на заявленные заводом срок. Есть сроки у автомобилей, у которых там больше 350 тысяч километров пробега. И при всем при этом моторы чувствуют себя абсолютно хорошо. Просто люди следят за своим автомобилем, следят за своей топливной аппаратурой, ну и, грубо говоря, ухаживают, в принципе, за автомобилем. Ну, а на этом все, что я хотел вам сказать. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы видеть наши видео в числе первых. Пишем комментарии, лайки, всем отвечаю, всем всегда буду рад. Всем всего хорошего, пока-пока.